Всех приветствую, подписчиков моих, зрителей канала Майер. Давайте сегодня хочу показать вам. Сделал такой вот станочек. Этот станочек мне понадобился в свое время, когда я делал гаражные ворота. Каждый раз замерять, чтобы все ровненько. В общем, трудоемко. С помощью этого станка быстрее все это делается. Но надо время потратить на его изготовление. Чтобы его изготовить, я начал с рамы. То есть изготовил вот такую вот раму. Довольно-таки массивная рама, сделана из профтрубы. То есть вот уголок, уголок, уголок и две трубы. Снизу еще к уголкам приварены вот здесь гайки сквозные. Но сейчас покажу, для чего они нужны. Так. Ну, это стойка. Здесь консольная такая балочка. И самое главное, выставить болгарку и ровно приварить вот эти, как сказать, держатели болгарки. То есть на место ручек, где есть резьба, мы прикручиваем болгарку в эти резьбы с помощью болтов. Все, болгарка там мертва, находится на двух болтах. Далее надо выставить ровно болгарку относительно плоскости. Относительно плоскости столешницы. То есть мы смотрим, вот здесь 90 градусов должно быть относительно стола. Дальше мы должны посмотреть, как она будет уже относительно вот этой направляющей. Берется вот такой уголок, тоже в нем сверлится отверстие ответные. Здесь, как вы помните, с обратной стороны приварены гайки. Вот такие барашки сделаны. И можно закрепить, значит. Закрепить можно или вот таким образом, так, или вот таким образом. Ну, в общем, на эту сторону. Вот так. Не помню, в общем, как. Этой стороной я не пользуюсь, так как с этой стороны редуктор, и он скрадывает. То есть нельзя полностью круг отрезной использовать на полную меру. Поэтому с этой стороны я устанавливаю. Также это 90 градусов. Вот здесь вот отверстие видно, вот, с резьбой. Это у нас, вот второе отверстие, 45 градусов. Сейчас я продемонстрирую, сейчас прикручу. Все должно быть аккуратно, вот это сделано, градус в градус. От этого зависит вообще смысл этого станка. Но после изготовления работы гораздо быстрее стали и проще выполняться по отрезанию профиля. Вот, закрутили, да? Дальше смотрим. Вот этот угол важно выставить. Видите, относительно диска, вот этого уголка, тоже должен 90 градусов. Два размера. Дальше, ну, кто может или хочет, может себе вынести кнопку включения куда-то на раму. Я этого не стал делать, лишней работы. Я включаю через отдельную кнопку в сеть. Также можно модернизировать. Я как бы начал, вот ушки приварил. Вот ухо, там ухо. С одной стороны я где-то могу его подвесить у себя там в кладовке. А с другой стороны вот здесь пружину можно поставить.
Ну, в общем, придумать так, чтобы пружинная система, чтобы вверх оттягивала болгарку. Я пока не стал делать это. Дальше, вот смотри. Вот сюда включаю. Все, кнопка включить, выключить болгарку. Ну, сейчас попробую показать вам, как отрезать, допустим, профиль. Вот профиль у меня где-то 50 на 50 труба. Так, с этой стороны ровно, с этой неровно, надо подровнять. Можно установить и так держать руками, можно, в принципе, и воспользоваться струбцинами. Но у меня эти китайские плохие струбцины, они практически не держат. Лучше, конечно, хорошими струбцинами зажать. Основание реза видно вот по вырезу в листе. То есть вам надо сколько-то отрезать, вы метку сделали, подвели под лист и все. Так, ну все, включаю. Меняем положение. 50-ю трубу не хватает диска. Надо или болгарку больше устанавливать, или уже тут диск маленько сточенный. Поэтому просто я переворачиваю. Смотрю, чтобы ровненько опять сюда попало. И зажимаю опять струбцины. Так, ну вот, отрезали. Осталось в конце проверить качество работы. На первый взгляд даже неплохо. Берем угольник, смотрим. Видно, что рез произведен хорошо. Здесь еще ручку можно закрепить для удобства. И вот она работает. Так что оценивайте, понравилось, не понравилось, ставьте лайки, дизлайки. И смотрите мои другие видео на моем канале. Там есть обзоры другого оборудования. Всем спасибо за просмотр. Пока.